Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Именно так гласит одна из заповедей Всемирной паутины. Но это не всегда так. Есть уйма видео, скринов, аудиоматериалов и просто файлов, которые были потеряны на многие годы. Но благодаря разным архивариусам или фанатам их удавалось откапывать с самой бездны. В этом ролике я хочу рассказать о потерянных и забытых кадрах Варкрафта, которые были чудом обнаружены и сохранены игроками. Перенесемся в далекий 2008 год. Гнев Короля Лича, дополнение, в котором должны были появиться очень амбициозные и дерзкие идеи. Но разработчики от некоторых интересных идей отказались. По разным причинам. Что-то просто не успевали сделать к релизу, а что-то слишком сильно выбивалось из привычного геймплея. Идея, о которой слышали скорее всего многие любители Варкрафта, была связана с озером ледяных оков. Помимо обычных осадных машин, там должна была иметься авиация. Впервые в истории игры авиация полноценно бы использовалась для сражений с другими игроками. Тогда эта идея казалась безумной, но интересной. Но на практике получилась скукота, которую к моменту релиза решили удалить. К большому и еще раз большому счастью, в глубинах интернета сохранился один футаж того, как выглядела и работала эта система со стороны игрока. Кадры с полетами по озеру ледяных оков были опубликованы этим человеком на старом фан-сайте по Варкрафту, Warcraft Movies. Как раз за несколько месяцев до релиза дополнения, когда по полной шла бета. На данный момент это единственный известный мне футаж с тем, как работало старое озеро ледяных оков. В ролике игрок показывал работу разных машин. Давайте пройдемся по тому, что так и не попало в релиз. Шреддер. Игрок садился в него как в обычную осадную машину. Имелось несколько способностей: запускать в цель ракеты, атаковать игроков пилами в мили, делать небольшой резкий прыжок вперед, либо огромный прыжок, который в теории позволял бы проходить через высокие препятствия. Ну а также была способность ускоряться. Теперь о авиации. Первая летающая машина имела несколько способностей. Первая — запускать ракеты в одном направлении, то есть без привязки к таргету. Вторая способность — также ускоряться. Дальше у нас идет бомбер, уже более интересная авиация. Как и прошлое, она также могла пускать в X направление ракеты. Дополнительно можно было использовать способность Солома. Она маскировала боевую машину и не позволяла ее атаковать в течение 5 секунд. Я бы сказал, что это что-то вроде тепловых ловушек, только по-другому и в мире Варкрафта. Ну и последняя, самая главная способность, которая оправдывала бы название бомбер, это пускание напалма. Из бомбера испускалось пламя на землю, которое наносило бы урон по тем, кто в него попадал. Принципиально ничто не мешало игрокам на самолетах залетать в крепость, что можно сказать в итоге, основываясь на этом футаже. Действительно, теперь больше становится понятно, почему разработчики отменили эту систему. Полеты на самолетах казались топорными, неудобными и абсолютно нереалистичными. От Варкрафта и не требуется реализм в мелочах, но, как однажды сказал один из главных разработчиков Варкрафта, Том Чилтон, довольно странно, когда ты можешь врезаться на самолете в землю и ничего плохого не произойдет. Летал этот транспорт медленно, а попадать с ракет по игрокам было бы неудобно. Так как первый самолет, предположу, должен был еще и заниматься уничтожением вражеской воздушной техники, то попадать по летающим врагам с ракет, коими и по земле стрелять не очень-то и удобно, было бы еще тем геморроем. Было бы круто, если бы разработчики однажды придумали, как довести всю эту идею до чего-то реально играбельного и интересного. Ну а пока, я думаю, скорее хорошо, что эта фича так и не появилась в гневе Короля Лича. StarCraft сделал Blizzard еще популярнее среди любителей РТС-стратегий, но когда-то, очень давно, StarCraft выглядел почти так же, как Warcraft. Перенесемся в 90-е годы. Второй Warcraft был успешно выпущен и обрел популярность среди игроков. Blizzard захотела создать еще одну стратегию, но уже в другой вселенной. Игра должна была быть скромной и выйти в 96-м году, за 2 года до фактической даты релиза. Ввиду того, что сроки поджимали, StarCraft был сильно похож на вышедший недавно Warcraft 2. Даже такие элементы, как дизайн интерфейса, были похожи на Warcraft. Цвета, в отличие от релизной версии, были более пестрыми, яркими, токсичными. Это вид зергов. Они просто излучали ярко-фиолетовым цветом. Минералы, которые сейчас находятся на обычной земле, тогда парили где-то в космосе. Эти редкие кадры ранней версии StarCraft были показаны на одной из древних выставок. И можно сказать, это почти единственное, что у нас есть из того раннего концепта игры.
Реакция публики на все это была не очень, а игру в насмешку называли орками в космосе. Отчасти так плохо получилось потому, что времени у разработчиков, как было сказано ранее, было мало, а показать что-то на выставке они были должны. Сам Вес Дидье, один из главных художников компании, описывал ситуацию так. Я помню тот период как: боже мой, скоро E3, нам нужно что-то сделать, поэтому мы просто создавали всякую всячину. Усугубляло ситуацию и внешнее давление. По упоминаниям, на тот момент параллельно StarCraft'у разрабатывалось 80 RTS-стратегий, а следовательно, рынок был очень конкурентным, а разработчики просто не могли разочаровать публику. К счастью, StarCraft был переработан, и он все меньше и меньше напоминал Warcraft. Но это уже отдельная история. Ну а билд, который напоминал орка в космосе, был навсегда потерян, и от него осталось лишь несколько редких кадров. Третий Warcraft тоже преобразился и не один раз. Буквально пару роликов назад я рассказывал, что изначально Warcraft 3, а лучше сказать Warcraft Legends, отмененный проект Blizzard, был героецентричным. Ты не строил базу, а сосредотачивался на управлении героем и парой юнитов. Камера была не свободной, а крепилась за персонажем. Благодаря человеку под ником Hellfire, который сохранил старые футажи, мы можем посмотреть, как это выглядело на практике. Допустим, вот футаж, снятый в начале 2000 года. Вместо привычного нижнего меню с данными персонажа была панелька с несколькими способностями, которые менялись при выборе каждого юнита из отряда. Камера действительно крепилась за выбранным героем, а юниты автоматически за ним бегали. Отряд Альянса отправился атаковать какую-то базу Орды, чьи здания, во-первых, по виду были больше, чем здания в релизной версии игры, во-вторых, отличались по дизайну. В некоторых старых интервью примерно того же периода, который удалось сохранить, момент с размерами тоже заметен. Ну вот, допустим, в одном фрагменте показывался рыцарь Альянса рядом с палатками. Рыцарь мог бы целиком спокойно туда залезть, будь бы такая возможность и желание. А вот сравнение размеров с современным Warcraft 3. Сразу видно, что рыцарь чуть длиннее и выше палатки. Так что благодаря этим кадрам можно сказать, что изначально окружающий мир был больше. Я не раз рассказывал на канале о том, что ранние версии World of Warcraft существенно отличались от того, что мы увидели на релизе. И я даже не говорю про концепт-арты вроде континентов или островов, которые так и не стали частью ванилы. Даже самые привычные элементы вроде графики, интерфейса, эффектов были другими. И в 2020 году нам удалось увидеть очень редкие кадры World of Warcraft от 2002 года. За это нужно благодарить человека под ником GTX Era, которому каким-то чудом удалось откопать геймплейный ролик тех лет. Да, снят он был на картошку, но это одно из лучших, что у нас вообще есть. Отличия от релизной ванилы сразу бросаются в глаза. Игра была местами лучше. Ну, по крайней мере, то, что касается визуальных эффектов. Они более пестрые, яркие, анимированные. Я бы сказал, более комплексные в сравнении с тем, что мы увидели через 2 года. Эффекты оружия, которые держал игрок Макс, создают впечатление, что он был ярким и пылающим, словно факел. Сам интерфейс тоже отличался. Меню вещей и внешний вид миникарты. Даже меню способностей и хп игрока были другими и напоминали старые ММО-игры. Чуть позже этот же человек опубликовал еще один ролик с альфы Варкрафта, но уже 2003 года. Отличий от ванилы стало меньше, но они все еще присутствуют. Например, видно, что вместо обычных дефолтных хуманов NPC иногда используются и другие вариации моделек хуманов. Вот как этот плотненький распорядитель полетов. В целом, в файлах игры можно найти много разнообразных моделек людей, которые лучше передавали их сущность. В старом Хиллсброде, куда мы попадали через пещеры времени, можно было увидеть эти старые модельки, которые должны были стать частью ванилы, но так и не стали. Прошел всего 1 год, но как изменилось так многое? Почему разработчики удалили реально красивые эффекты? Основное предположение заключается в том, что разработчики хотели завлечь в свой проект как можно больше людей. То есть, чтобы в игру могли поиграть и те, кто имеет хороший комп, и те, у кого компьютер держится на божьем слове. Поэтому такое упрощение эффектов, вероятно, немного понизило системные требования. Ну и еще, предположу, разгрузила аниматоров от работы. А нам и так известно из других источников, что аниматоры зашивались по самое не могу и едва ли успевали доделать кучу важных вещей к релизу игры. В контексте забытых и потерянных кадров старого Варкрафта стоит отметить The Alpha Project. Я его упоминал несколько раз в роликах, когда говорил о вырезанном контенте. Если кратко, то люди пытаются воссоздать Warcraft в альфа-версии 0.5.3.
Это одна из немногих ранних версий Варкрафта, которая была слита в сеть. Но то, что она слита, это интересно, но наполнение приходится делать чуть ли не с нуля. В том числе это касается кучи механик, фич, вещей и прочего. Поэтому создатели проекта начали архивировать все возможные данные из времен беты и альфы Варкрафта. На данный момент им удалось собрать более 20 тысяч старых скринов, десятки видеороликов и прочего. Это титанический труд. Ну, начнем с самого банального. А где искать? Логично предположить, что условные скрины 2002 года публиковались в начале нулевых на разных фан-сайтах, форумах, разных официальных и не очень источниках. Только вот куча тех же фан-сайтов игры начала нулевых уже давным-давно закрыта, причем возможно уже как 1,5 десятилетия. Веб-архив, сайт, который позволяет сохранять снапшоты страниц, ситуацию, конечно, немного улучшает, но не всегда. Так что буквально с каждым годом находить древние скрины или уж тем более видеоролики становится сложнее. Давайте посмотрим на забытые, утраченные вещи, которые им удалось откопать на задворках интернета. Начнем со смерти. Что происходит сейчас после смерти? Ты покидаешь тело, оказываешься на кладбище. Там либо бежишь к своему телу, чтобы воскреснуть, либо рестаешься сразу у духовного целителя, но получаешь штраф. Духовные целители, судя по старым скринам, изначально были видны не только мертвым, но и живым. Причем они имели вид обычных рас, а не ангелов, как сейчас. Только в патче 0.6 они стали призраками, которые видели только мертвые. Самих кладбищ, к слову, тоже как таковых не было. Вместо них были камни встреч. Игрок привязывался к определенному камню встреч в локации и после смерти попадал именно на него. К слову, также они откопали, что за смерть можно было еще и потерять опыт. В определенный момент вместо камня встреч могли быть алтари. Да, примерно такие же, как в стратегиях по Варкрафту. Вот как выглядели версии для Орды и Альянса. Одно из интересных в кавычках переоткрытий, которые обнаружили члены The Alpha Project, касалось системы торговли. Несколько лет назад я про это рассказывал в одном из роликов. Суть, если кратко, была такой. Аукционного дома не было, но игроки все равно хотели торговать, продавать и получать золото. Как это сделать? Как оказалось, для этого существовал отдельный аддон. Они опубликовали свою находку на Reddit и описали, что когда они просматривали старые скрины, к удивлению для себя они нашли примитивный аукцион, работавший через аддон. Они начали копать дальше, и они нашли упоминание некого аддона системой аукционов в книге бывшего разработчика по Варкрафту, так что этот скрин косвенно подтвердился. Как по ниточке они начали тянуть и смогли откопать этот аддон. Более того, они откопали не только его, а и целую сборку аддонов от группы Cosmos UI, частью которого и являлся этот аддон для торговли. Сайт Cosmos UI давно закрыт, так что чудо, что удалось вытянуть настолько давние вещи. Еще на некоторых скринах обратить внимание можно на панели способностей. Мы привыкли, что в настройках можно добавить себе несколько панелей, куда можно выводить нужные спеллы, макросы и так далее. Но ведь изначально этого не было в игре и только реализовывалось через аддоны. Лишь время спустя, видя, что у игроков тупо не вмещаются все заклинания на основную панель, разработчики решили добавить функцию дополнительных панелей в саму игру. Ну и отдельно хотелось бы отметить старые ролики, которые ими были обнаружены. Всего более сотни. Часть из них была опубликована раньше, часть является очень редкой, включая самые банальные геймплейные ролики обычных игроков. Также они нашли еще больше видео с 2002 года. Так что теперь мы можем довольствоваться не только шакальным геймплеем на Хумане Магии, а и как минимум футажами на паре других классов. Как мы видим, прочие эффекты способностей тоже выделяли своей яркостью и масштабом. Они и правда были больше и местами круче ванильных. Внешний вид меню выбора персонажа в 2002 тоже существенно отличался от релизного, как было в ваниле. Слева твой персонаж, а справа менюшка выбора персонажа на сервере. Тогда все было не так. И слева, и справа доступные персонажи на сервере, а по центру внешний вид выбранного персонажа. Бонусом они откопали кадры того, как раньше NPC реагировали на эмоции игрока. Если игрок проявлял горожанам Штормграда какую-то негативную эмоцию, они могли буквально подойти и пнуть игрока в ответ. В общем, Warcraft действительно прошел долгий путь. Очень многие вещи были изменены до абсолютной неузнаваемости, но также хорошо, что игрокам удавалось это запечатлять, благодаря чему мы можем увидеть, какими должны были быть игры Blizzard изначально. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!